Ну что, прошел год, мы снова в ХДЛ. Посмотрим, что изменилось. Да, так все хорошо начиналось, но пришел мужик и сказал, что нельзя снимать в магазине. И действительно, нельзя снимать в магазине. Но в России было точно так же. На каком основании нельзя? Это надо будет уточнить. Да, специально сравнить. Ну, хотя во всех ХДЛах цены одинаковые, но мы специально заехали в тот же самый, в котором были в прошлом году. И сейчас посмотрим, какие цены, что изменилось за год. Все кричат, что была большая инфляция. Проверим. Макароны Барилла 0,99. Точно так же, как и в прошлом году. Принглс 1,99. Точно так же, как в прошлом году. Но мы их уже почти не едим, поэтому редко покупаем. Ну, как-то надоели. Что точно подорожало, это вино. Вот вино, по-моему, подорожало прям прилично, но сравнить не с чем. В прошлом году я винные ряды не снимал. Но вот самое дешевое вино, которое местное производство, Вранец красный, стоит 3,39 за литр. Зато минералка не подорожала. Как было 0,49, так она и осталась. Вот обычно берем Князь Милош, вполне себе хорошая минералка. Но соки немножко, мне кажется, цены поднялись. Особенно вот на тубу. Очень нравилась нам раньше туба, и она стоила меньше 2 евро. А сейчас 2,20. И вот эти всякие соки где-то евро 49. По акции или не по акции. Вот какой-то есть Happy без сахара по 0,89 за полторашку. Собачий уголок. И смотрим. Вот эти штуки стоили 3,99, а сейчас они, как ни странно, подешевели. На 20 центов дешевле, чем в прошлом году. Вот, любимое место моей жены, она берет все время еду для собак. А вот эти маленькие еще тоже были, да? Вот эти маленькие 0,89, точно так же, как и в прошлом году. Ну и мой любимый отдел. Пиво Холстон. За год пиво сменило дизайн и подорожало на 4 цента. А, собственно, большие баклажки 2-литровые подорожали на 10 центов. Ну, цена скачет, она бывает разная в разные моменты времени. Акции, не акции, просто не знаю, от чего зависит, но бывает по-всякому. Вот, например, 16,64, акций нет, вот оно евро 0,9 стоит. Но зато Туборг 0,79. Вот этот лав, по-моему, столько и стоил. Ну, примерно в той же паре. Вот еще пиво. Смотрите, сколько пива стоит. Самое дешевое это вообще это пиво. Вот пиво и мясо, и все, и больше ничего не надо. Так, ну мы обычно пьем много. Пьем пепси без сахара. Вот это Pepsi Max. И оно стоит в этом магазине 1,69. Так и стоит. Как и год назад. Но в других магазинах бывает и 1,59, и по акции вообще 1,29. Так что ищем акции и радуемся жизни. Молоко. По-моему, было то же самое, и оно стоило 0,94, а сейчас 0,89. Очень хорошее молоко, мы его часто берем, но хотя сейчас почти перестали пить молоко. Уехал у нас самый молокопитель. Или как его. Я только обычно в кофе беру. Или блинчики иногда делаю. Ну вот, молочка та же самая, тот же ряд. Я не помню, какие цены. Что мы тут обычно берем? Берем йогурты. Йогурты берем вот такие, очень вкусные. Берем вот такой каймак. Типа сыр, непонятно что. Но, в общем, вот такая намазка на хлеб под колбасу. Вполне себе хорошо идет. Да, всякие дешевые макароны мы перестали брать. А вообще в разные периоды жизни едим разную еду. Как-то одно время там на мороженое подсели, часто ели, брали мороженое. Вот, потом перестали. Арбузы ели много, потом тоже перестали. Периодически берем разную еду и очень, ну не просто сравнивать, но всегда ищем, что лучше, что вкуснее, что хочется. Особо не выбираем. Не, ну акции, конечно, да. По акциям приятнее брать в любом случае. Кстати, рис подорожал. Вот этот синий, он стоил 0,93, а сейчас 1,29.
Ну хотя вот рядышком еще какой-то есть по 0,99 рис. Есть круглый рис 1,49. В общем, другая фирма. А, тут 800 грамм, простите, 800 грамм, а тут килограмм. Ну, то есть рис действительно подорожал за год, причем достаточно прилично. Так, подсолнечное масло, не помню сколько было, сейчас 1,59. Ну, есть вот другая фирма, 1,49. Вообще как здорово, два вида подсолнечного масла. Берешь это или берешь это, и никаких сомнений. Сахар. Сахар, по-моему, стоил дороже. Сейчас сахар 0,81 или 0,80. Тоже две фирмы, два вида, берешь какой хочешь. Ну, есть еще там разные другие сахары, конечно. Ну, а берем обычный белый. Вот мука, если кому интересно, очень местные берут часто муку, пекут из нее всякие булки, хлебы. Ну, мы тоже берем иногда, делаем блинчики. Мука стоит вот так. Достаточно дорогие огурцы. Так, морковка 0,85, грибы. Сколько же все-таки стоят грибы? Непонятно. 2,19. Шампиньоны 2,19, 300 грамм. Что? Огурец. Вот как его бросить? Как его бросить? Огурцы 0,85, капуста 0,49. Молодая. Цены вот такие, ну, говорю, мороженое мы перестали большое брать, поэтому Оля опять берет клубнику, как и год назад. Что-то в этом году клубника, видимо, дефицит, и стоит она как самолет. Но зато вкусная. Колбаса та же самая, 3,29 так и стоит. Яйца XL также 2,59 и остались. Ну, чуть поменьше, 2,29. По-моему, так и было. Картошка 0,59. Ну, видимо, уже пошла сезон. Арбузы пошли. Ну, что-то пока дорого, наверное, 0,88. Ну, хотя, может и ничего. Не повседневные, мне кажется. Да, вот кефир для окрошки, евро 75. Есть маленький кефир для маленькой окрошки. Есть еще вот такие, называются продукты Б-класса. Они немножко выглядят страшнее, ну и стоят дешевле. Ну, в принципе, картошка, она и в Африке картошка. Сыр примерно столько же. Самый косяк в этом сыре, что он лежит за стеклом. Вот. И чтобы его купить, нужно дождаться продавца. А продавца нет. Иногда стоят вот такие нарезки, которые я обычно беру. Но сегодня этих нарезок нет, поэтому ждем продавца. Хлеб у нас немножко подорожал, хотя цены скачут. То меньше, то больше, непонятно. Есть вот какой-то крутой хлеб, но мы обычно берем для тостов вот такой. Вот такой есть самопеченый хлеб, свежий. Вот он стоит 80 центов. Ну, конечно, не резанный, но можно и порезать за маму. Курица 5,99. Туалетная бумага подорожала. Недавно совсем была дешевле. Все, на кассу едем. Тележку мы в итоге набрали. Получилось на 112 евро. Интересная тема с пакетами. Где-то осенью отменили мелкие пакеты, и теперь все ходят либо с большими сумками, либо с более толстыми пакетами. Ну, вроде как экология. Не будешь бить об машину? Нет, в этот раз не буду. Сумочка с йогуртами. Сумочка. Нет бы жене помочь, да? Блогер несчастный. В этот раз не удалось все купить. Сейчас поедем еще в один магазин. Собственно, магазин тот же самый, ну, той же самой фирмы, но в другом месте. И в этом ХДЛ тоже у меня спросили, что ты типа снимаешь. Вот такой небольшой магазин. Вон уже выход, серединка. И там уже заканчивается. Ну, все основное есть. Но нам повезло. Даже есть зеленый лук. Смотрите, прям свежий. Очень странно. В одном магазине нет, а в другом есть. Это же сетка. А сколько он стоит? 2,19 за килограмм зеленого лука.
Не знаю, дорого это или нет. Розовые помидоры, евро 79. Очень классные, но мы купили всего один. А вот обычные помидоры 3,19. Что-то дофига, мне кажется. Ну, раз такие пироги, прогнали нас из магазина. Не дали нормально поснимать. Помидоры вот такие. Черри 3,20 за килограмм. Вот тут зато запака у нас еще. Так, вот брокколи, как в прошлом году. Цену сравним. Джесси. Вот какой-то фасоль. Фасоль типа спаржевый, не спаржевый. В общем, какая-то фасоль. Филе лосося. Ну, вообще, космические деньги какие-то стоят. Но, что делать? Пачка бананов. Пачка. Ну, немножко бананов. Куча йогуртов всяких. Вот это вот крем закувывания. Прикольная штука. Можно прям на сковородку и в нем что-нибудь тушить. Мясо там, грибы. Очень вкусно получается. Сникерс. Хей-хей, сникерс. Сыр моцарелла. Тоже не дешевая, но вкусная. О, рошеновские вафельки. Очень прям достойные. В последнее время я полюбил. Да, они и с чаем, и с кофе, да и с пивом нормально. Вот какой-то вареные томаты. Тоже для чего-то там, для готовки. Так, вот это замороженные морепродукты. Ой, пока мы ездили, они уже начали подтаивать. Собака пришла помогать. Вот такая кальраби. Кальраби. Вот такая цена. Вот такие йогурты еще. Ребенок очень любит. Разные вкусы еще бывают. Ну, что хочу сказать. В целом, цены, конечно, изменились. Но не на все. На какие-то вещи увеличились, на какие-то уменьшились. Даже уменьшились. На какие-то остались, какие были. Спасибо девочке на кассе. Она объяснила охраннику, что я снимаю для Ютуба. Ну, для Ютуба же снимаю. Что тут такого? В общем, видимо, с обзорами магазинов лучше не заморачиваться.